Всем привет! Лебеди на гнезде, у них яйца, а потом будет птенцы. Зрители моего канала это знают. А вот гнездо рядом с нашим пирсом, это Австрия, Каринтия, озеро Осиахерзее. И семья уток. В какой-то момент лебеди оставили гнездо, стали плавать и, в общем-то, ночевать уже вот в тростнике на воде. И гнездом воспользовалась семья уток. Они около 2 недель жили в лебедином гнезде. Я на канале делал ролик про то, как я обнаружил вдруг в лебедином гнезде уток. Был ролик, не знаю, смотрели ли вы его. А сейчас сделаю поподробнее. В том числе мы посмотрим, смотрите, маленькие, и вот 1,5 месяца спустя можно увидеть, как изменились птенцы. То есть поначалу вот такие пушистые они, пушистики очень симпатичные. А потом буквально на глазах они меняются и становятся подростками, угловатыми. У них начинает образовываться перо. Немножко такие уже колючие, совсем другой вид. Вот, смотрите. Вот это они, гадкие утята, скажем так. А вот состояние детское, совсем маленькое, они, конечно, очень пушистые, очень милые. И потом, немного погодя, они побелеют и станут вот такими вот красавцами. А ты почему пошел по тропинке? Эй, он меня обойти хочет. Ирина сказала, что она им уже с утра давала корм, и что там в банке немного осталось. А они вышли сюда, потому что еще хотят. Вот, следят за мной. Прикидывают, он куда пошел, говорит. Это у нас было начало июня. Это был самый такой опасный период в жизни птенцов. Когда они вот такие маленькие были, они были легкой добычей для щук, для других врагов. Плавно спускаются, да. Ух ты, как бы быстро бегаете уже. Да, вовсю уже. Да, сейчас вспоминаю, все это прошло на глазах. Как бы мы видели, когда вылупился первый птенец, вот с самого первого. Я вам показывал первый птенец. Дам ссылку в описании этого видео. И сейчас просто вспоминаю, немножко наше семейство. Вот они. Сейчас, конечно, уже совсем другие, совсем большие. Давай вокруг себя все собирай. И вот смотрите, рядом семья уток. Вот они забрались на гнездо. А что происходит сейчас с гнездом? Меня спрашивают, что стало гнездом. Вот видите, это еще не так сильно, но оно зарастает, кругом зарастает тростником. Сейчас, в середине августа, оно уже полностью заросло. Тростник не пробился через гнездо, но вокруг он стоит плотной стеной. То есть там будет ли кто-то жить в этом гнезде на следующий сезон, не знаю. Просто само появление гнезда, ведь они же... Это 4-й выводок, который к нам приводят лебеди. И до этого всегда они выводили птенцов в другом месте. Гнездо было в другом месте. Почему вот в этом году гнездо построили у нас? Потому что полег тростник. То есть в начале зимы был мокрый снег с ветром. На тростник высохший уже налипло много снега. Вот смотрите, узкая полоска, там тростник по берегу идет. Вот там все это живет. Вот эти утки, лебеди, там огромное количество живности. Поэтому эта зона заповедная. Ее нельзя, тростник нельзя срезать категорически. И вот тогда тростник полег, и образовалась такая ровная площадка. Поэтому, видимо, там гнездо. Они и решили далеко не ходить, сделать гнездо рядом с нами. Будет ли такое на следующий год, не знаю. Вот. Утят было 10 птенцов. 10 выжило, выросли, взрослыми стали 6 из 10. Это очень хороший результат.
для уток. То есть, если утиное семейство вот выращивает 6 птенцов, ну это хорошо. Нормальный результат. Уткам сложнее, врагов у них побольше, они мельче. Думаю, надо подписаться. Прислушайтесь к мнению котика, подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Утята, они на самом деле очень смешные, они очень резвые. То есть все их движения с такой скоростью все происходит, ну, даже смешно за ними наблюдать. А при этом это все происходит абсолютно рядом. Смотрите, вот с этой стороны пирса у нас лебеди с птенцами. Я перевожу камеру. Вот. С этой стороны у нас утки с птенцами. А это есть много таких комментариев. Да, вот лебедь такая ужасная птица, которая всю живность уничтожает, всех водоплавающих прогоняет с водоема. Ну вот не верьте глазам своим. Вот и это я наблюдаю год за годом. Сказать, утки, лысухи, вот, камышницы, лебеди, все рядом, все вместе. На канале у меня в целом сейчас около 200 роликов про лебедей. Ну, лебеди и коты, лебеди сами по себе, лебеди и утки, и зимние там полеты, чего только нету. Благодаря тому, что мы живем в непосредственной близости, они приходят к нам, в дом заходят, ну, они рядом, на расстоянии как бы вытянутой руки. Мне удается снимать кадры. Вот смотрите, сейчас они пролетят мимо дрона. Удается снимать кадры, которые не часто где увидишь из жизни этих прекрасных птиц. Поэтому, если вас интересует вот эта тема, если вам мимишность вот это просто зашкаливает лебединая, то есть плейлист на канале «Белые лебеди». Вот. Ну, смотрите, вот это у них собирают со дна. Вот. Подняли хвосты вверх, как поплавки, и со дна собирают. Мне очень нравятся эти птицы, у них такие их простоватые хитрости, их потрясающие семейные отношения, вот эта их привязанность друг к другу, это как они относятся к детям. Вот. Великолепная птица, и я надеюсь, мне удастся вас... Думаю, надо подписаться. Мне удастся вас немного заразить этой любовью. У меня есть ролик, где я говорил про кормление, в том числе про кормление хлебом. Ну, есть предрассудки, что хлеб – это отрава для птиц, это не так. Хлеб, он не полезен, но сам по себе, если это свежий хлеб, мелко нарезанный, он не вреден. Поэтому, если у вас на водоеме есть птицы, есть лебеди, есть утки, зимой, в холода, осенью, в то время, когда им трудно, сходите, покормите, помогите им. Вот такой получился лебедино-ностальгический фильм. Спасибо, что посмотрели. Подпишитесь на канал, включите уведомления. Если понравилось, поставьте лайк. И успехов вам. Пока-пока.